Агата Кристи. Пропавшее завещание. На фоне сложных загадок, которыми обычно занимался Пуаро, небольшая задачка, поставленная перед нами мисс Марш, показалась приятным разнообразием. Все началось с короткого, деловитого письма, написанного женским почерком, с просьбой принять ее. Пуаро согласился, попросив ее прийти на следующее утро в 11 часов. Она не заставила себя ждать. Еще не пробили часы, как она постучалась в дверь. Я увидел перед собой высокую, симпатичную молодую женщину, просто, но аккуратно одетую. Подтянутая, уверенная в себе, деловитая. У нее просто на лице было написано твердое намерение добиться чего-то в жизни. Положа руку на сердце, я не принадлежу к почитателям так называемых современных женщин. И хотя наша посетительница была довольно привлекательна, что-то в ней было такое, что мешало мне видеть в ней просто красивую женщину. «Дело, которое привело меня сюда, месье Пуаро, довольно необычное», — начала она, усаживаясь на стул, который предложил ей маленький бельгиец. «Думаю, будет лучше, если я начну с самого начала. Так вам будет понятно, о чем идет речь. Прошу вас, мадемуазель. Я сирота. Мой отец и его брат родились в семье мелкого фермера в Девоншире. Им с трудом удавалось сводить концы с концами. В конце концов, старший из двух братьев, Эндрю, уехал в Австралию. Там ему улыбнулось счастье. Занявшись спекуляцией земельными участками, он преуспел и очень скоро стал весьма состоятельным человеком. К несчастью, младший брат, Роджер, мой отец, не имел ни малейшего призвания к сельскому хозяйству. С большим трудом ему удалось получить кое-какое образование. Он долго искал работу, и в конце концов он устроился клерком в небольшую фирму. Вскоре он женился. Невеста была бедна, как церковная мышь. Да и неудивительно, ведь мама родилась в семье бедного артиста. Отец умер, когда мне было всего 10 лет. Мать пережила его ненадолго. Мне не исполнилось еще и 14, как она последовала за ним в могилу. Единственным оставшимся в живых родственником был дядюшка Эндрю, не так давно вернувшийся домой из Австралии и купивший крохотное поместье Крэбтри Мэнор в своем родном графстве Девоншир. Он был чрезвычайно добр к осиротевшей дочери своего брата, часто приглашал меня погостить у него и вообще обращался со мной так, словно я была ему не племянницей, а родной дочерью. Крэбтри Мэнор, несмотря на свое пышное название, никакой не замок, а скорее старый фермерский дом. Любовь к земле у дядюшки в крови, поэтому он с головой ушел во всякие сельскохозяйственные эксперименты. И хотя он любил меня как родную дочь, но его взгляды на воспитание женщин были, мягко говоря, довольно несовременными и, ко всему прочему, имели глубокие корни. Сам он был человеком невежественным, но от природы был наделен острым умом. Поэтому в грош не ставил то, что презрительно именовал не иначе, как книжной премудростью. К тому же он был непоколебимо уверен, что женщине образование ни к чему. По его мнению, главное, чтобы женщина вела хозяйство, стирала, убирала, готовила, а что до книг, так это вообще не ее ума дело. К сожалению, он и меня старался растить согласно своим замшелым принципам. Только нашла коса на камень. Видите ли, месье Пуаро, у меня нет ни желания, ни потребности заниматься домашним хозяйством. В то же время мне всегда казалось, что голова у меня работает неплохо, и я твердо решила добиться успеха в жизни. Дядюшка и я вечно ругались по этому поводу, поскольку оба были на редкость упрямы и любили настоять на своем, хотя и были искренне привязаны друг к другу. В конце концов, мне улыбнулась удача. Я добилась стипендии, нисколько не сомневалась, что получу хорошее образование, и тогда буду крепко стоять на собственных ногах. Гром грянул, когда я уже собирала вещи, чтобы ехать в Чиртон. У меня еще оставалась небольшая сумма из денег, завещанных мне матерью. К тому же я не собиралась зарывать в землю те скромные таланты, которыми наградила меня природа.
Напоследок у нас с дядей произошел долгий, тяжелый разговор. Надо отдать ему должное, он был предельно честен со мной. Других родственников, кроме меня, у него не было. Стало быть, я была его единственной наследницей. Кажется, я уже говорила месье Пуаро, что дядя нажил в Австралии солидное состояние и сейчас был весьма богатым человеком. Короче, месье Пуаро, он поставил мне условия. Если я по-прежнему буду упорствовать в этих новомодных выдумках, то могу навсегда забыть о нем и о его деньгах. Я держала себя в руках, но упорно стояла на своем. «Я всегда буду нежно любить его», — сказала я. «Но моя жизнь — это моя жизнь, и она мне нравится». На этом мы и расстались. «Уж очень ты задираешь нос, девочка», — сказал он мне на прощание. Конечно, я за свою жизнь не прочел и десятка книг, но в один прекрасный день мы с тобой еще потягаемся, и вот тогда увидим, кто из нас умнее. Произошло это 9 лет назад. Время от времени я приезжала к нему на каникулы. Наша ссора понемногу забылась, но я прекрасно понимала, что взгляды его остались прежними. Правда, надо отдать ему справедливость. Он больше ни слова не обронил по поводу полученного мною высшего образования. В последнее время здоровье его пошатнулось, и вот месяц назад он умер. Теперь о цели моего сегодняшнего визита. Дядя оставил завещание, которое иначе как странным не назовешь. По условиям его завещания, Крэбтри Мэннер со всем, что в нем есть, переходит в мою собственность на 1 год, считая со дня его смерти. Но за этот год его ученая племянница должна найти случай доказать, чего стоят ее мозги. Это его собственные слова. Так записано в завещании. Через год, если его собственные мозги окажутся лучше, то дом со всем его содержимым переходит в собственность различных благотворительных учреждений. Немного несправедливо по отношению к вам, мадемуазель. Ведь вы единственная его кровная родственница, верно? Видите ли, я как-то об этом не думала. В конце концов, дядюшка Эндрю с самого начала предупредил, что оставит меня без денег, если вместо того, чтобы остаться с ним, я решу сама пробивать себе дорогу в жизни. И поскольку я отказалась выполнить его желание, он имел полное право распорядиться своими деньгами по собственному усмотрению. Скажите, завещание было составлено адвокатом? Нет, оно было написано им самим на бланке и заверено одной супружеской четой. Эти люди жили вместе с ним в Крэбтри Мэннер. Муж прислуживал дядюшке, а жена убирала и готовила. Есть ли возможность опротестовать завещание? Возможно, но я не стану этого делать. Стало быть, вы рассматриваете это как некий вызов, брошенный вам дядей? Да, так оно и есть, вы угадали, месье Пуаро. Что ж, это интересно, задумчиво пробормотал Пуаро. Не сомневаюсь, что тут кроется какой-то подвох. Держу пари, что ваш дядюшка устроил в доме нечто вроде тайника и спрятал там либо крупную сумму денег, либо еще одно завещание, подлинное, и дал вам год, в течение которого вы должны обнаружить его. Гениальная идея. Наверное, решил проверить, хватит ли у вас ума и сообразительности разгадать его замысел. Браво, месье Пуаро, именно так я и подумала. Вы догадались сразу же, значит, по части ума вы можете дать мне несколько очков вперед. Бросьте, мадемуазель, считаете, что мои серые клеточки в вашем полном распоряжении. Вы уже пробовали искать? Нет, только наскоро осмотрела дом. Видите ли, месье Пуаро, я ведь достаточно хорошо знала характер моего дядюшки, так что могу вас уверить, задача будет не из легких. У вас, случайно, нет при себе завещания? Мисс Марш порылась в сумочке и протянула ему бумагу. Быстро пробежав ее глазами, Пуаро задумчиво пожевал губами. Составлено почти 3 года назад, датировано 25 марта. Время также указано – 11 утра. Очень любопытно, это говорит о многом. Теперь я уже почти не сомневаюсь, что существует еще одно завещание.
И почти наверняка оно спрятано где-то в доме. Ведь если всплывет еще одно, сделанное хотя бы на полчаса позже, это завещание автоматически потеряет силу. Ну что ж, мадемуазель, благодарю вас. Давно я не встречался с такой любопытной головоломкой. Буду счастлив и не пожалею никаких сил, чтобы вам помочь. И хотя ваш дядюшка, несмотря на необразованность, был, судя по всему, человеком весьма неординарным, но до Эркюля Пуаро ему далеко. Поистине, тщеславие Пуаро становится просто нестерпимым. К счастью, сейчас у меня нет никаких дел, так что мы с Гастингсом сможем приехать сегодня к вечеру. Это супружеская чета, что прислуживала вашему дяде, они по-прежнему живут в доме? Да, супруги Бейкер. На следующий день, едва дождавшись утра, мы приступили к поискам. В Крэбдри Мэннер мы с Пуаро приехали накануне вечером. Мистер и миссис Бейкер, предупрежденные телеграммой, которую предусмотрительно послала мисс Марш, уже ждали нас. Мне очень понравилась эта супружеская пара. Он, розовощекий и немного грубоватый, с виду напоминавший ссохшееся от старости яблоко Пипин. И его жена, добродушная толстуха, обладавшая присущим жителям Девоншира хладнокровием и невозмутимостью. Изрядно устав от поездки в поезде и тряски, пока нас везли от станции, мы едва дождались ужина, состоявшего из жареных цыплят, пирога с яблоками и восхитительных девонширских сливок, и немедленно отправились в постель. Спали мы как убитые, а проснулись бодрые и отдохнувшие. Сидя за столом в комнате, которая прежде служила гостиной и одновременно кабинетом покойного мистера Марша, мы наслаждались плотным завтраком. Возле стола примостилась старинная конторка, заменявшая письменный стол. Она была битком набита документами, сложенными в аккуратные стопки. Огромное ветхое кожаное кресло, наверное, было любимым местом отдыха хозяина дома. Вдоль противоположной стены протянулась длинная кушетка, обитая вощеным ситцем, и тем же самым ситцем со старинным рисунком были обиты и стулья. «Итак, друг мой», — сказал Пуаро, отодвигаясь от стола и закуривая одну из своих крошечных сигарет, «давайте наметим план поисков. Пока вы спали, я уже успел обойти весь дом, но, по моему глубокому убеждению, ключ к поискам должен быть где-то в этой комнате. Для начала, думаю, следует тщательно просмотреть все документы, что лежат в конторке. Само собой, я не рассчитываю, что завещание спрятано где-то среди них. Это было бы слишком просто. Но может статься, что какой-нибудь вполне невинный с виду документ может подсказать нам, где его искать. Однако вначале надо кое-что выяснить. Лишняя информация нам не помешает. Прошу вас, позвоните в звонок». Так я и сделал. Пока мы ждали, когда кто-нибудь придет, Пуаро, поднявшись из-за стола, бродил по комнате, одобрительно поглядывая по сторонам. Держу пари, этот покойный мистер Марш любил порядок. Только посмотрите, Гастингс, все документы сложены в аккуратные стопки. Ключ к каждому ящику конторки снабжен ярлычком. Вот, к примеру, ключ от китайского шкафчика, что висит на стене. Видите, какой в нем порядок, в этом шкафчике? Ах, это радует мое сердце. Ничто здесь не оскорбляет глаз. Он вдруг замолк на полусловие, словно поперхнувшись. Повернув голову в ту же сторону, я заметил, что взгляд моего друга прикован к ключу от конторки, к которому был привязан грязный измятый конверт. Нахмурившись, Пуаро извлек ключ из ящика. На ярлычке небрежным почерком было нацарапано «Ключ от складного бювара». Почерк был небрежный, нисколько не похожий на тот, которым были выведены каллиграфические надписи, украшавшие остальные ярлычки. «Это не его рука», – пробормотал Пуаро. Он нахмурился, и я заметил, что мой друг озадачен. «Держу пари, что замешан кто-то еще. Интересно, кто из посторонних был в доме? Мисс Марш? Но она производит впечатление весьма методичной и аккуратной молодой леди.
В это время в комнату заглянул Бейкер. «Не могли бы вы позвать сюда вашу супругу? Я бы хотел задать вам несколько вопросов». Бейкер вышел и через пару минут вернулся со своей женой. Сложив пухлые руки под передником, она просияла добродушной улыбкой. Пуаро в 2 словах объяснил цель нашего приезда. Супруги Бейкер немедленно оттаяли. Было заметно, что они прониклись к нам полным доверием. «Не по душе нам все это», — объявила женщина. «Мы с моим стариком часто толковали, что несправедливо, если мисс Вайолет вышвырнут отсюда. Жирно больно будет всем этим больницам, если им достанется Крэбдри Мэннер». Пуаро приступил к расспросам. Да, мистер и миссис Бейкер очень хорошо помнили, как мистер Марш попросил их засвидетельствовать завещание. Бейкер даже припомнил, как хозяин накануне послал его в город купить парочку нотариально заверенных бланков. «Парочку?» – быстро переспросил Пуаро. «Да, сэр, на всякий случай, наверное. Вдруг испортишь один, тут другое пригодится». Наверное, так оно и вышло. Так вот, подписали мы, значит, завещание. «Вспомните, во сколько это было», – перебил Пуаро. Бейкер задумчиво поскреб в затылке, но его опередила жена. «Господи, да что ж тут гадать? Я ведь как раз поставила на плиту молоко для какао. Стало быть, аккурат после 11. Неужто забыл? Оно еще пригорело к тому времени, как я вернулась на кухню. А что было потом? А это уже случилось, почитай, час спустя. Снова нас со стариком позвали наверх. Старый хозяин долго извинялся, дескать, ошибся он, пришлось все порвать. Ну и попросил нас обоих, значит, подписать еще раз. А нам что? Подписали, конечно. А после хозяин каждому из нас кругленькую сумму отсчитал и отдал из рук в руки. «Я, — говорит, — по завещанию вам ничего не оставляю, но каждый год буду давать вам столько же, пока не помру, значит. Добрый он был человек, наш-то хозяин, упокой, Господи, его душу». Пуаро встрепенулся. «А после того, как вы подписали бумаги во 2-й раз, вы случайно не заметили, что сделал мистер Марш? В деревню пошел. Сказал, дескать, надо заплатить лавочнику по счетам». Похоже, больше они ничего не знали, и Пуаро решил сменить тему. Вытащив ключ из конторки, он протянул его Бейкеру. «Скажите, это почерк вашего покойного хозяина?» Может быть, мне показалось, но тогда я готов был поклясться, что Бейкер заколебался, прежде чем ответить. «Да», — коротко кивнул он. «Соврал», — промелькнуло у меня в голове. «Но почему? А были ли у вашего хозяина...» Я хочу сказать, приглашал ли он гостей? Вы не помните, за последние 3 года были ли в доме посторонние? Нет, сэр. Никого? Нет, только мисс Вайолет. Значит, никого из чужих в этой комнате не было? Нет, сэр. А рабочие-то Джим забыл? Вмешалась его жена. Рабочие? Удивился он. Какие рабочие? Женщина поспешила объяснить, что 2 с лишним года назад старый хозяин попросил вызвать рабочих. Требовался кое-какой небольшой ремонт. Правда, она затруднялась сказать, что это был за ремонт. Какие-то переделки, повторяла она. Похоже, миссис Бейкер нисколько не сомневалась, что все это лишь прихоть выжившего из ума старика-хозяина. Большую часть времени рабочие возились в кабинете, но что конкретно они делали, женщина не знала, поскольку хозяин не разрешал ни ей, ни мужу заглядывать в комнату, пока все не было закончено. К несчастью, Бейкеры так и не смогли вспомнить, в какую строительную фирму обращался их хозяин. Помнили только, что это где-то в Плимуте. «Что ж, Гастингс, это уже кое-что», — заявил Пуаро, торжествующе подмигнув мне. «Думаю, теперь можно не сомневаться, что хитрый старик составил еще одно завещание, а потом пригласил рабочих из Плимута, чтобы они устроили в этой комнате тайник. Так что не будем попросту тратить время, простукивая пол и стены в кабинете, а вместо этого поедем в Плимут. Все, что нам было нужно, мы узнали без особого труда. Достаточно было только заглянуть в 1-2 строительных фирмы, и мы довольно быстро отыскали ту, к услугам которой прибегнул мистер Марш.
Все рабочие тут служили по много лет, так что мы легко отыскали тех двоих, которые занимались перестройками в Крэбтри Мэннер. Они прекрасно помнили, что им пришлось сделать. Руководил всем мистер Марш. Кроме кое-каких мелких переделок, им было приказано снять один из камней, из которых был сложен старинный камин, сделать позади него тайничок и поставить камень на место, но так, чтобы тайник невозможно было обнаружить. Открываться он должен был с помощью скрытой пружины, но только в том случае, если нажимали на второй от края камень. Они вспомнили, что работа была нелегкой, а старый хозяин постоянно суетился вокруг и придирался по мелочам. Все это нам рассказал пожилой рабочий по имени Коуэн, высокий, тощий мужчина с седыми усами и умными проницательными глазами. Обрадованные результатами нашей поездки, мы весело вернулись обратно в Крэбтри Мэннер и сразу же помчались наверх. Не теряя ни минуты, мы заперли за собой дверь кабинета и кинулись к камину проверить полученную информацию. Но сколько мы ни разглядывали большой старинный камин, мы не обнаружили на камнях никаких следов того, что где-то здесь есть тайник. Однако, стоило нам только слегка надавить на второй камень от края, как он куда-то исчез, и мы увидели перед собой отверстие. Пуаро, не колеблясь ни минуты, сунул туда руку. Я затаил дыхание. И вдруг все его ликование куда-то пропало. Лицо Пуаро стало мрачным, как туча, и я сразу догадался, что случилось нечто непредвиденное. Когда Пуаро вытащил руку, я увидел обуглившийся кусок плотной бумаги. В тайнике больше ничего не было. «Дьявольщина!» — злобно выругался Пуаро. «Похоже, кто-то нас опередил». Мы внимательно осмотрели доставшийся нам клочок бумаги. Вне всякого сомнения, это было именно то, что мы искали. Сохранилась даже часть подписи Бейкера, но само завещание погибло безвозвратно. Тут уж даже могучий ум Пуаро был бессилен. Украдкой бросив на него взгляд, я с трудом сдержал улыбку. Таким комичным стало его лицо. Он был похож на обиженного ребенка. «Ничего не понимаю», — пробормотал Пуаро. «Кому понадобилось его уничтожать? Зачем?» «Может, Бейкеры?» — предположил я. «Для чего?» Уничтожение завещания не принесло бы им ни малейшей пользы, Гастингс. А достанься дом мисс Марш, они бы только выгадали. Согласны? Девушка наверняка с радостью оставила бы их в доме. А если все отойдет благотворительным учреждениям, оба, вполне возможно, окажутся на улице. Кому была на руку пропажа завещания? Только благотворительным организациям? Но это же глупо. А может, старик сам уничтожил его? Вдруг он потом передумал и сжег завещание, сказал я. Встав на ноги, Пуаро с присущей ему аккуратностью отряхнул колени. «Такое возможно», — признал он. «Умение мыслить трезво — одно из ваших несомненных достоинств, Гастингс. Ну что ж, здесь нам с вами больше делать нечего. Мы и так сделали все, что в человеческих силах. Разгадали придуманную покойным Эндрю Маршем загадку, но, увы, его бедная племянница от этого никакого проку. Покинув Крэбтри Мэннер, мы успели на поезд до Лондона. Правда, обычный, а не скорый. Пуаро выглядел усталым и обескураженным. Что же до меня самого, так я просто валился с ног. Едва дождавшись, что поезд тронется, я моментально провалился в сон. По-моему, мы еще не проехали Тонтон, как вдруг пронзительный вопль, вырвавшийся из груди Пуаро, заставил меня очнуться. «Быстро, Гастингс! Просыпайтесь и прыгайте! Прыгайте! Я же сказал!» Прежде чем я успел сообразить, в чем дело, мы с Пуаро уже оказались на железнодорожной платформе, без шляп и багажа, а огоньки нашего поезда, весело подмигнув нам на прощание, скрылись в темноте. Я пришел в бешенство, но Пуаро, судя по всему, это нисколько не волновало. Мысли его занимало совсем другое. «Какой же я был дурак!» — возмущался он. «Старый самодовольный идиот! И я еще хвастался, что умнее всех. Никогда себе этого не прощу. Маленькие серые клеточки. Чушь! Все это, конечно, замечательно», — кисло проворчал я.
Но, может быть, вы все-таки объясните, в чем дело?» И снова, как всегда, когда им полностью завладевала какая-нибудь сумасшедшая идея, Пуаро пропустил мои слова мимо ушей. «Расходные книги, там, где хранились счета лавочника. Я совершенно забыл о них. Да, но где они сейчас? Удастся ли их отыскать? Неважно, я не мог ошибиться. Мы должны немедленно вернуться. Проще сказать, чем сделать. В конце концов, старенький поезд кое-как довез нас обоих до Эксетера. А там Пуаро нанял машину. Словом, в Крэбдри Мэннер мы явились на рассвете. Не стану описывать изумление обоих Бейкеров, когда мы в такую рань вытащили их из постели. Не обращая внимания ни на кого, Пуаро снова ринулся в кабинет, таща меня за собой. «Я не просто дурак», — бормотал он, пыхтя. «Я трижды дурак, друг мой. Вперед!» Одним прыжком подскочив к конторке, он вытащил из ящика ключ и достал смятый конверт. Я только тупо таращился на него. С чего, собственно, Пуаро взбрело в голову, что в этом крохотном конверте может лежать лист плотной бумаги, на котором было написано завещание? С осторожностью распечатав конверт, Пуаро расправил сгибы, положил бумагу на стол и разгладил ее. Потом разжег в камине огонь и поднес листок к огню чистой стороной. Через пару минут на смятой поверхности стали понемногу проступать буквы. «Смотрите, друг мой!» — торжествующе закричал Пуаро. Я смотрел. Там было всего лишь несколько строк. Краткое завещание, по которому все имущество Эндрю Марша отходило его племяннице, мисс Вайолет Марш. Оно было датировано 25 марта. Внизу стояло время 12:30. А еще ниже красовались две разборчивые подписи. Альберт Пайк, кондитер, и Джесси Пайк, его жена. «А оно действительно?» — с опаской спросил я. «Насколько я знаю, никто не запрещает писать завещание симпатическими чернилами. Воля завещателя выражена абсолютно ясно. К тому же составлено оно в пользу его родной племянницы, единственной его родственницы. Гениальный план, черт возьми. Судя по всему, старик просчитал каждый шаг, который сделает тот, кто станет искать завещание. Именно то, что сделал и я, глупый осел. Он послал купить 2 листа гербовой бумаги, попросил слуг подписать оба. Потом написал 3, симпатическими чернилами, на листе грязной бумаги. Под каким-то предлогом старый хитрец заставил кондитера и его жену поставить свои подписи под его собственной и запечатал конверт. Знаете, Гастингс, я как будто вижу, как он его сует в замочную скважину, а сам тихонько хихикает в кулак. Если его племянница окажется под стать ему и разгадает эту загадку, стало быть, она правильно выбрала свою дорогу, и он с легким сердцем может оставить ей свои деньги. «Но ведь она так и не догадалась», — тихо пробормотал я. «Это не совсем справедливо, Пуаро. Старик-то оказался хитрее». «Нет-нет, Гастингс, вы просто все видите в неверном свете. Мисс Марш как нельзя убедительнее доказала свои деловые качества и все преимущества, которые имеет образованная женщина, когда тут же обратилась к нам и доверила мне решение проблемы. Всегда пользуйтесь помощью настоящего специалиста, друг мой. Нет, Гастингс, она блестяще доказала, что достойна этих денег. Хотелось бы мне знать, что подумал бы на нашем месте старый Эндрю Марш. Согласился бы он с Пуаро?